То есть мы все время пытаемся найти какой-то новый препарат, который будет с вероятностью 100% убивать этого вредителя, а оказывается, через год можно не искать новый препарат. А если вы год не пользовались каким-то акарицидом, его можно опять применять, и он опять будет очень хорошо действовать. Так вот, о том препарате, который я купила в Ашане. Когда вы обрабатываете один раз одним препаратом, через неделю другим препаратом, вы вырабатываете резистентность сразу к 4 препаратам, если делали это разными препаратами. Можно работать не так. Можно работать одним препаратом с увеличением дозы, с небольшим превышением дозы. Ничего страшного с вашим растением не случится, а вот клеща вы победите. Как же без тебя-то? Ложись. Сёма, лежать. Лежать. Но у нас сегодня полный аншлаг. Все. Все. Здесь. И Даже. даже кто-то лишний. Да. И даже гости. И гости пришли. Все, Всё. мы продолжаем. Молодец. Добрый день, друзья! Сегодня видео о орхидеях, которые поражены вредителем. Причем этот вредитель красный клещ. В наших регионах, в теплых, жарких регионах, это прям напасть какая-то. А в других регионах, где много влаги, где есть дожди, снег, и вообще нет такой сухости, как в степях, ну, в наших вот ростовских, донских степях, клещ даже маловероятен. И вероятен только тогда, когда вы его занесли с больным растением. Но уж если такое случилось, то мы начинаем бороться с ним всякими разными препаратами, невероятными. И я много рассказывала вам про разные препараты. Есть плейлист о борьбе с вредителями, и ссылку оставлю в правом углу экрана. Но, к моему удивлению, я в прошлом году осенью купила наш российский препарат и была очень удивлена его действию. И сейчас об этом препарате расскажу вам. Но прежде всего хочу вам сказать, как определить, что на наших орхидеях есть трипс, мы уже разобрались. Как определить трипса, я вам показывала. В сентябре приобрела в Ашане 2 оценки «Парфюмерные фабрики». Оставлю тоже ссылку на видео, и когда я обнаружила кладку трипса, я вам это все показала. Здесь определить несложно. Ну, по крайней мере, это видно на листьях, что появился трипс. А вот с клещом все сложнее. И недавно одна из моих подписчиц, ну, буквально 2 дня назад, мы с ней разбирались, что же случилось с ее орхидеями, почему они так резко начали погибать, а от клеща орхидея может погибнуть очень быстро. Он для нашего глаза просто невидим. Если у вас есть микроскоп, вот такой, как у меня, называется ювелирный микроскоп, с увеличением... От 40 до 60. Ну, это 60. 60-кратное увеличение этого микроскопа. То, конечно, вы увидите клеща в микроскоп. А если просто будете смотреть на растение, вот так непосредственно, вы его не увидите. И только когда колония уже огромная, когда есть видимые повреждения, то можно, ну, имея какой-то опыт, понять, что это клещ. Но не имея этого опыта, кто-то думает, что это какая-то плесень на орхидее появилась. Вот я нашла вам 2 орхидеи, у которых есть признаки работы клеща. Пересмотрела сегодня очень много орхидей, не нашла больше. Вот сейчас подниму листик и покажу вам.
Вот видите, белый налет на стволе. Так, не мешай. Лежи, не мешай. Надо ж Но надо же все посмотреть. посмотреть, да. И обязательно к бутону подойти. Сёма, не мешай. Вот этот белый налет, это как раз укусы клеща. То есть он кусает растение, высасывает оттуда сок, и появляется вот такой белый с вмятинами налет. Но и по нему тоже не совсем понятно, клещ это или нет. Вот видите, даже на листике видно обработка тем препаратом, которым я боролась с клещом. Но после этого орхидея, это орхидея Сога Релакс, выпустила всего один бутончик. Ну и это тоже приятно. Вот такие бывают повреждения. Вот вторую орхидею нашла на листе. Ох, как мне жалко было эту орхидею. Видите, тоже все в белых повреждениях или в белых пятнышках. Вот это тоже клещ. Но когда клеща очень-очень много, он может у основания вот так съесть все, что орхидея у основания станет черной. А эта маленькая орхидея, ну, кто смотрит мой канал давно и постоянно, это лунная серенада. Она у меня погибла, выпустила одну детку, потом вторую. Вот вторая детка растет, и на нее так нещадно напал и съел клещ. Но мы с ней боролись и вылечились. Вот видите, этот лист новый, маленький, растет без повреждений, весь зеленый, молодой, красивый и здоровый. Ну, препарат у меня стоит на столе, поэтому вы его все равно видите. Как еще можно определить клеща? Всем советую, когда нет микроскопа, взять влажный ватный диск. И если это на листе или же на стволе орхидеи, с легким нажимом, если просто так протрете, ничего не увидите, с легким нажимом, влажным диском протереть лист и внимательно посмотреть, если у вас на листьях есть клещ, то обязательно будут оранжевые вкрапления. Или же вкрапления, или если много, будет оранжевый налет. Вы можете это посмотреть, но не в микроскоп, в лупу. Это яйца клеща, а сами клещи, они будут или оранжевые, или серые, или серо-коричневые. Есть прекрасное видео. Да, есть видео. Съемка клеща, увеличение. Да. Вот. Мы снимали с мужем, когда клещи просто гуляли по листьям. И тоже оставлю в правом верхнем углу ссылку на это видео. Просто можно рассмотреть, как они ползают по листьям и понять, что это за вредитель. Это отряд паукообразных. У них есть зачатки легких, поэтому с ними бороться можно только акарицидами. Ну, акарициды, понятно, что это для паукообразных. Вот клещ он такой. И очень много японских препаратов, да каких только нет, дорогих-передорогих. И что мы только не использовали, но у клеща очень сильно вырабатывается резистентность. То есть он привыкает к препарату. Вот вы обработали один раз, и в следующем поколении выработается эта резистентность. Что такое резистентность? У нас есть прекрасное видео. У нас, наверное, обо всем есть видео, что такое резистентность. У нас есть видео. Если не получится оставить в правом верхнем углу экрана, значит, все ссылки будут оставлены под видео. Да и что такое резистентность, вы можете набрать в Гугле, в Яндексе, где вам удобно, и почитать, что это такое. Так вот, говорить о том, что мы обрабатываем 3-4 препаратами сразу, чтобы резистентность не вырабатывалась, это величайшая глупость.
То есть, если нужно 4 обработки каким-то препаратом, например, фитовермом, потому что это контактный препарат. К сожалению, акарицидов нет системных препаратов, только контактные или препараты с трансламинарной функцией. Системных нет. Когда вы обрабатываете один раз одним препаратом, через неделю другим препаратом, вы вырабатываете резистентность сразу к 4 препаратам, если делали это разными препаратами. Можно работать не так. Можно работать одним препаратом с увеличением дозы, с небольшим превышением дозы. Ничего страшного с вашим растением не случится, а вот клеща вы победите. Как-то на работе зашел посетитель, и мы с ним разговорились. Ну, сначала на одну тему, на вторую, на третью он что-то заказывал, получал, и я увидела, что это акарицидный препарат. Поинтересовалась, а для чего же он применяет? Для цветов? Он говорит, нет, что-то у него там свое, дача, пауки и так далее. Я ему говорю, а вы все время пользуетесь одним? Он говорит, да. Я говорю, что помогает? А как же резистентность? И тут я была крайне удивлена, когда мне очень квалифицированно человек рассказал, что через год резистентность к тому или иному препарату, она просто пропадает, если вы его не используете. То есть через год вы можете применять этот препарат в следующих поколениях. Сначала эта резистентность вырабатывается, а потом также сходит на нет. То есть мы все время пытаемся найти какой-то новый препарат, который будет с вероятностью 100% убивать этого вредителя, а оказывается, через год можно не искать новый препарат. А если вы год не пользовались каким-то акарицидом, его можно опять применять, и он опять будет очень хорошо действовать. О том препарате, который я купила в Ашане. Вот проще не бывает. Я перестала гоняться за какими-то японскими супер, мега, 100% препаратами, которые борются с клещом. Вот наш российский препарат сера. Конечно, перед применением я всегда полностью читаю инструкцию. Как применять, какие последствия, с какими препаратами можно совмещать, как долго защищено растение после обработки серой. В этом препарате только сера. Но оказывается, что это еще защита и от болезней, и от вредителей. Никогда не знала, что сера имеет столько приятных бонусов. Ну, конечно, о цветах здесь не пишут. Здесь они пишут о яблонях, грушах, винограде. Но мы же прекрасно знаем, что мы применяем препараты, которые действуют и на колорадского жука. А у нас нет на наших орхидеях колорадского жука. Так что нам этот препарат вполне подходит. И приятный бонус, когда я прочитала в инструкции, сейчас вам зачитаю, возможность возникновения резистентности. При условии строгого соблюдения разработанных рекомендаций развитие резистентности маловероятно. Вот я первый раз такое читала. Я обработала орхидеи всего 2 раза и получила шикарный результат. Ну, во-первых, полечила от каких-то болезней. Видно, что на вот этом листе то ли это грибок, то ли это вирус. Ну, мы с вами уже прекрасно знаем, что вирусы не лечатся. Но следующий лист вырос здоровым. И клеща я больше на орхидеях не нашла. И с этой орхидеей то же самое. Не смываю препарат после обработки. Вот видите, очень давно остались эти пятна, и я их не смываю на данный момент. А обрабатывала я еще до Нового года. 2 раза. Все по инструкции. В общем, норма применения
препарата написано вот в этом столбце. Но здесь написано на 10 литров. Соответственно, мы пересчитываем на литр. И это получается 10 миллилитров на литр. Прекрасно действует. Так что не обязательно гоняться за какими-то дорогими и не всегда доступными лечебными препаратами. Вот из моего опыта и применения я вам могу сказать, что это прекрасно действует. Вот такой интересный препарат я совершенно случайно купила в Ашане. Я его применила и осталась очень довольна. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.